Всем привет! Ну что ж, видео «Как я учусь 12 часов в день больше года» или что-то такое преследовало меня очень давно, несколько месяцев. Оно регулярно попадало в мои рекомендации, но я его честно игнорировала, потому что, в общем, меня возмущал сам этот посыл 12 часов, потому что я тут на канале распинаюсь о том, что нельзя так и так далее. Но я все-таки наконец-то его посмотрела и хочу прокомментировать, потому что все оказалось не так плохо, не так все запущено, есть интересные мысли, есть интересные выводы, и хочу вот, собственно говоря, с вами поделиться. Для тех, кто вообще со мной не знаком, первый раз попал на этот канал, рассказываю, меня зовут Ксения, мое второе образование психологическое, сейчас я получаю образование в образовании, и, в принципе, уже где-то 5 лет изучаю самостоятельно когнитивистику, и в целом, как мы учимся, то есть все процессы, как это все организовать, как мы получаем знания, как мы перерабатываем информацию и так далее. Так что я, конечно, не звездный какой-то эксперт, но все-таки кое-что знаю по этой теме, поэтому решила высказаться, тем более, что все-таки есть вещи, которые вы можете прямо сейчас взять на вооружение и пойти с ними бодренько учиться. И начну с того, почему меня все-таки бомбит по поводу того, что 12 часов в день человек говорит о том, что он учится. Во-первых, ну, я не могу на 100% ему верить, потому что все-таки 12 часов это слишком много. Так как ученые уже давно доказали, что сложные когнитивные нагрузки, такого погружения, мы можем выдержать только 4 часа в день. То есть, ну, вот это максимальное погружение в материал и анализ, синтез, то есть сложные когнитивные процессы, которые нужны во время обучения, нами могут производиться только 4 часа в день. А тут 12. А что он делает остальное время? Ну, все-таки фокус. Не знаю, как бы, возможно, он такой уникальный человек, возможно, он настолько сильно заморочился и выстроил всю свою структуру, которую вот он, в которой он живет сейчас, что он может это делать, но сразу скажу, что я это не поддерживаю, я считаю это нездоровым, но постараюсь все-таки не так сильно на это опираться, и начнем с того, с чего он, собственно говоря, начинает. А начинает он с моего любимого фиксированного мышления, установки на рост и, в общем, всей концепции Кэрол Дуэк, которые я тоже много рассказываю на своем канале. В принципе, это классная вещь, потому что она нам рассказывает о том, что есть два типа мышления, и, в принципе, наши способности зависят от мышления, а не от наших способностей. То есть есть фиксированное мышление, в котором мы считаем, что вот все, что нам дано природой, все вот в чем у нас, ну, в общем, все, что у нас получается, то и получается. Но дальше этого мы не можем идти, и если у вас что-то не получилось, значит не получилось. Установка на рост же нам говорит о том, что мы можем все что угодно, мы ничем не ограничены, наш мозг развивается, мы можем обучиться чему угодно, нам нужно просто постараться. То есть если у вас не получилось, это просто намек на то, что нужно проанализировать, почему у вас не получилось, и идти дальше. То есть установка на рост нам говорит о том, что мы можем постоянно расти, и возможности нашего мозга безграничные, мы легко обучаемы, и в принципе это так. То есть последние исследования нам говорят о том, что наш мозг постоянно учится, у нас постоянно появляются новые связи, новые нейроны. Да, со временем, с возрастом нам немножечко, ну, как бы, не легче, а наоборот, сложнее это делать, но не настолько сложнее делать, как нам кажется. Наш мозг достаточно пластичен, особенно если вы поддерживаете его в таком состоянии на протяжении практически всей нашей жизни, активной жизни, поэтому как бы мы можем обучиться, по сути, чему угодно. И в итоге автор видео говорит о том, что вот в школе он когда-то услышал это видео, ну, там, показали им в школе, и он понял, что, в принципе, то, что он там, ну, у него что-то не получается, это все ничего не значит, что он может постараться, и у него получится. Он постарался, у него получилось, и, собственно говоря, он делится своим опытом. И дальше он рассказывает, как он учится 12 часов, почему он это делает, какие концепции ему помогают, какие там стратегии помогают. И первое, о чем он говорит, это разницу между мотивацией и, но он говорит, drive, это в переводе сделали стимул, но я немножко поясню, почему стимул не очень хорошо подходит под перевод этого слова. Так вот, он как раз-таки говорит о том, что мотивация – это плохая вещь. Ну, в том плане, опираться постоянно на мотивацию – это очень плохо. Да, потому что это очень абстрактное понятие, это очень такое
понятие, на которое мы возлагаем слишком много и усилий, и надежд, и всего, но оно редко встречается по-настоящему. То есть зачастую, когда мы опираемся только на мотивацию, мы дольше ее формируем, ждем и так далее. В общем, больше усилий тратим на это, чем на само действие. Потому что в большинстве случаев нужно просто взять и начать делать. Мотивация появится со временем, как бы интерес и вкус к обучению появится, как бы аппетит придет во время еды. И сидеть и ждать, пока у вас появится мотивация, это очень глупо. По поводу drive, по поводу стимула. Я бы здесь сказала больше, что это конечная цель. То есть он говорит о том, что у меня есть стимул достичь определенных целей. То есть вот у него есть конечная определенная цель. Он хочет стать лучшим, он хочет там, хорошо выучиться, еще что-то. Ну, то есть он там какие-то вещи проговаривает, ссылаясь на то, что у каждого это будет свое. Но у него есть определенный набор целей. И когда он утром просыпается, встает и садится за учебу, у него не мотивация. Он вспоминает об этих своих конечных целях. И он начинает идти к этим конечным целям. Каждый день, делая шаг за шагом. Да, это потрясающий стимул. И здесь я еще хочу сказать о том, что в этом стимуле, в этом драйве очень важен вопрос «зачем?». То есть он себе ответил, зачем ему нужно учиться, зачем все это нужно, зачем эти 12-часовые сессии и так далее. Он себе конкретно ответил. И я тоже постоянно говорю о том, что пока вы себе на этот вопрос не ответите, вы будете ходить, лежать, искать мотивацию, искать какой-то прилив вдохновения. В общем, будете делать все, что угодно, но только не то, что вам нужно как бы делать. Как только вы себе ответите на вопрос «зачем?», для славы, для успеха, для интереса, это тоже, кстати, вполне себе хорошая цель, для продвижения по службе, все что угодно. Неважно, какая ваша цель, меркантильная, не меркантильная, духовная, возвышенная, очень низменная, неважно. Это ваша личная цель. Как только вы ее находите, все. Силы есть, интерес есть, вы, ну, как бы это именно то, что становится вашей ежедневной движущей силой, о чем тоже говорит автор этого видео. Следующей прекрасной концепцией, как мне кажется, идут хорошие привычки. И здесь как раз-таки автор указывает нам на книгу «Атомные привычки», которую недавно начала читать. И я думаю, скоро я вам расскажу, потому что она очень интересная. И вы знаете, как раз-таки он говорит о вычеркивании, о том, что нужно выстраивать цепочку очень простых, полезных привычек, которые складывают большую продуктивную картину каждого дня. Что я имею в виду? То есть он выработал определенные небольшие вещи, которые помогают ему учиться, которые помогают ему проводить каждый день продуктивно, но это какие-то не супер радикальные, не супер какие-то сложно сочиненные привычки, а это маленькие привычки, но которые складываются в большую картину каждый день, и он за счет того, что делает это каждый день, изо дня в день, из месяца в месяц, то это складывается в очень большую картину того, что он достаточно хорошо и продуктивно продвигается. А в атомных привычках автор тоже говорит о том, что не нужно чего-то супер-супер радикального, сложного, большого. Нужны маленькие ежедневные привычки, которые со временем как бы складываются в большие результаты. В общем, опять маленькие шажки. Я очень люблю эту концепцию. Я всегда за нее топлю. Я говорю о том, что да, большие результаты достигаются за счет маленьких шажочков. Очень редко у кого-то что-то прям вот раз и случился успех. Это, скорее всего, там за вот этим всем успехом стоит многочасовая, многодневная, многомесячная, ну, в общем, много лет, скорее всего, человек к этому шел маленькими-маленькими шажками. И, кстати, меня немножко обмануло название «Атомные привычки». Мне казалось, что это что-то такое грандиозное, что это такое уникальное. А атом, на самом деле, это что-то очень маленькое. То есть нам название книги, опять-таки, напоминает о том, что маленькие шажки приведут вас к большим результатам. Следующее – это отслеживание собственного прогресса и прогресса обучения. Это тоже очень хороший концепт, особенно если вы самостоятельно учитесь. Это вообще то, что вам нужно прям так первоначально, потому что когда мы куда-то идем, даже если у нас есть хороший стимул, даже если мы такие замотивированные, все классные, у нас полезные привычки, но если мы видим вроде как конечную цель, мы понимаем, что это, но мы не видим своего пути, мы не видим, что сзади, что мы уже прошли, а сколько еще осталось впереди, а где мы сейчас находимся, то вы потеряетесь в любом случае, вы не дойдете до своей конечной цели, если у вас не будет вот этого самого плана, не будет понимания, где вы находитесь в данный конкретный момент.
Из-за этого я очень советую там всякие расписания, стадий-планы, учебные планы, чтобы вы продвигались. Здесь же автор говорит нам о том, что автор видео, точнее, во-первых, советует книгу в работу с головой, где очень много посвящено теме фокусировки на ваших задачах. И здесь он говорит очень важную вещь по поводу того, что главное не количество ваших занятий, то есть по времени, сколько вы позанимались, а главное качество тех занятий, которые вы провели, то есть качество тех учебных сессий, которые вы провели. Я безумно ему благодарна за то, что он это сказал. То есть здесь он опять-таки говорит, что да, он учится 12 часов, но типа это его личная выведенная формула, и все-таки опирайтесь на то, что вы с каким качеством, с насколько глубокой фокусировкой вы учитесь, и только тогда будет качество. То есть количество очень не так значимо, как качество. Иногда, конечно, количество переходит в качество, но это очень определенные такие элементы обучения. Поэтому он здесь говорит о фокусе, о том, что нужно обязательно погружаться в глубину, прорабатывать и так далее. Что прекрасно. По поводу отслеживания обучения он как-то не очень много чего сказал. Он сказал, почитайте книги, я ее обязательно почитаю, оставлю тоже вам ссылку внизу, расскажу вам концепции. Но там был намек по поводу долгосрочного планирования, что вот нужно каждый день выполнять какие-то действия, которые в долгосрочном планировании. От себя могу сказать, что, во-первых, нужно обязательно составлять учебный план, расширять его и вычеркивать все моменты, которые вы там уже прошли, все учебники, все параграфы, для того, чтобы опять-таки понимать объем, который вы уже прошли, плюс обязательно постоянно себя проверять, постоянно себя тестировать, постоянно себя испытывать, то есть те знания, которые вы уже получили, вам нужно постоянно прощупывать, вам нужно их проверять, а они точно есть, а я не забыл, а не то, не все, постоянно, контролить тот объем, который вы уже прошли, для того, чтобы наслаивать новый, тогда вы будете четко стоять на земле, понимать, я это знаю, я это прошел, этого еще не прошел и так далее. Также была короткая заметка по поводу выгорания, что было ожидаемо, потому что когда очень много чему-то учишься, работаешь, погружаешься в какой-то процесс, в какой-то момент происходит выгорание. Это так или иначе происходит глубже, меньше, у всех по-разному, то есть когда вы вообще все отключаете и занимаетесь только одним делом, в какой-то момент вы сильно выгораете. Нам автор говорит о том, что он не знает, как с этим бороться, он говорит о том, что просто подождите, отчасти да. То есть когда мы чувствуем, что мы выгораем, то есть что мы не можем дальше работать, то есть когда вы уже поучились или поработали уже через силу, и в следующий уже, все, уже невозможно, уже нет ни сил, ни желания, ничего, скорее всего, вы уже выгорели на самом деле. Это такая большая, сложная, отдельная тема, но примерно так. В этот момент, да, нужно просто отдохнуть и наполниться заново, то есть просто все ваши внутренние ресурсы исчерпаны, потому что в нашем мозге для того, чтобы он полноценно функционировал, есть определенные нейромедиаторы, есть определенные химические соединения, за счет обмена которых между нейронами происходят, все эти процессы электрические, химические. И когда вы очень много чему-то учитесь, работаете, вкладываете много выполняете много когнитивных задач, то эти нейрончики, их химическое соединение просто истощается. В какой-то момент просто вашему мозгу нечем обмениваться, и в этот момент вы начинаете тупить, потому что в вашем мозге просто не происходит те процессы, которые вы хотите. Да, в этот момент просто нужно отдохнуть, нужно позволить мозгу восстановить свои ресурсы, он сам восстановится, просто ему нужно время, кому-то больше, кому-то меньше, но да, просто нужно подождать, и лучше все-таки не запускать. Это как раз в следующем его пункте о том, как себя поддерживать, это он тоже советует прогулки на свежем воздухе. Да, молодец, я тоже это советую всегда. То есть, если вы сидите целый день дома, если особенно вы онлайн учитесь, или самостоятельно учитесь, или работаете из дома, обязательно выделяйте себе время, лучше днем, пока еще например, солнышко есть, или я на самом деле стараюсь ходить в любую погоду, на самом деле даже в плохую погоду, меньше людей, мне больше нравится ходить, но ходите, обязательно ходите, не обязательно бегать, не обязательно делать какие-то сложные физические упражнения, но если вы только самостоятельно не хотите, а если вы много сидите, хотя бы ходите на улице по своему
районы пройдитесь, выйдите немножко дальше. Если вы вообще это не практикуете, то начинайте тоже с маленьких шажков, то есть маленький кружочек, потом кружочек побольше, побольше, побольше. И лучше хотя бы там 5-6 километров проходите пешком в свободном темпе. Это поможет и прочистить голову. Я очень сильно еще советую без каких-либо наушников, без стимулов, без ничего. Ну, то есть просто вот проветрить голову в прямом смысле слова. То есть размять тело и проветрить голову. Автор тоже нам говорит о том, что он раньше бегал, как только перестал бегать, сразу как-то очень даже ну, сразу ощутил, в общем, на себе этот эффект. А по поводу сидения за столом, то есть, чтобы все было удобно, там всякие подставки, подушечки, это все очень важно, это все как бы ценно для людей, которые очень много сидят за своим рабочим столом, чтобы этот рабочий стол был удобен для них, чтобы всякие эргономичные штуки были, они стоят тех денег, которые вы за них заплатите. Ну и, конечно же, здоровый сон и хорошее питание– это как бы неотъемлемая часть тяжелой работы. И последнее, что он подытоживает, это то, что как бы этот путь не для каждого, потому что он сложен. И, в принципе, да, особенно учиться очень интенсивно– это сложный когнитивный процесс, который занимает очень много сил и времени. И, ну, не то, что не каждый выдержит, то есть вы просто должны понимать, что это не увеселительная поездка, это не что-то такое прекрасное. Даже если вы прикладываете много сил для того, чтобы ваше обучение было интересным, вы там разные техники, разные источники, все это какие-то игровые моменты, еще что-то, даже при этом обучение все равно это сложный процесс, это сложный когнитивный процесс. Просто это очень сильно влияет на ваш настрой. Если вы настраиваетесь прям совсем на увеселительную поездку, что все будет так легко, так просто, вы же все сделали, вы знаете много техник, вы знаете много стратегий, вы такой молодец, и у вас все будет легко и просто, то столкнувшись с первой же трудностью, все полетит. Если же вы настроите, что да, это будет сложный путь, но я смогу с ней справиться, все препятствия будут преодолены. Я все смогу, потому что я запасся разными стратегиями, я запасся спортом и какими-нибудь там полезными вкусняшками, я совсем справлюсь. Тогда, да, вы совсем справитесь. Поэтому внутренний настрой– это тоже очень сильно важно. Все. На этом видео было закончено, и мое тоже заканчивается. Надеюсь, вам понравилось. Если захотите повторить такой формат и прислать мне тоже какое-нибудь видео, которое я могу прокомментировать, связывайтесь со мной, задавайте вопросы. На все постараюсь ответить. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.